Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад «Поворот судьбы». И поворот судьбы – это предполагается как минимум два периода. Тот, который есть в настоящий момент, или период прошлого, и то, что будет нас ожидать в будущем. Исходя из этого, мы вот этот момент перехода попытаемся рассмотреть и достанем 6 карт. Первый триплет – это события ближайшего будущего. А вторые три – это отдаленное будущее. Мы можем проследить, как карты видят ход развития событий. Но какие-то подсказки, я надеюсь, все равно нам дадут. Конечно, мы будем реалистами, мои дорогие водолеи. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И порой наша жизнь похожа на игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Исходя из этого постулата, давайте сделаем с вами расклад, и мы не ставим временных рамок. У кого-то вот эти события, как и ближайшего, так и отдаленного будущего, могут произойти за короткий отрезок времени, а для кого-то это будет период до конца 2024 года. Итак, давайте узнаем. События ближайшего будущего, 3 карты. И что будет дальше? События отдаленного будущего. В чем риск? Зададим такой вопрос картам. Ух ты, 2. От чего вы откажетесь сами? Что скрыто? Что вам будет помогать? Что же за событие вас ожидает? Вот так, с нулевого аркана. Это вообще новый этап, жизненный период, какие-то новые возможности. Да, конечно, карта может говорить вас и буквально может захватить какой-то импульс, какая-то новая идея. И она, ну, где-то может граничить с тем, что нет, вот или сейчас, или никогда. Вы можете как-то резко изменить направление. Направление, может быть, вашей деятельности, и у кого-то буквально это сопряжено с тем, что вы уже к этому шли. Вы поставили перед собой достижение карьеры, такие вопросы. Или когда вы хотите поменять профессию, поменять какой-то навык, который вам приносит доход. Или вы можете изучать что-то совершенно новое и возлагать тоже на это надежды. Карта нам еще говорит о том, что вы можете и встретить таких людей. Вот здесь будьте внимательны. Безусловно, ведь это нулевой аркан, шут. И вот трактовка нулевого аркана в этой колоде буквально звучит так. Идет женщина в белых одеждах, громко стучит в бубен и громко поет песни. По сути дела, нам такой образ рисуют, когда человек привлекает к себе внимание какой-то своей нелепостью. Вы можете буквально столкнуться с людьми, которые достаточно странные, и вас, они, тем не менее, какое-то воздействие, может быть, даже на вас окажут, и вам будет любопытно поближе узнать этого человека. Конечно, карта говорит все же старший аркан, что обстоятельства жизни складываются так, вам приходится что-то менять, сами по себе перемены, нулевой аркан. И пусть не в этой колоде карт, но нулевой аркан называется «Хаос перед началом творения». Еще творение не началось, а уже хаос, как известно, создался. Так вот, что-то вам придется упорядочить в своей жизни, потому что есть какая-то точка невозврата, и как будто она вами уже пройдена. Уже нельзя повернуть назад в чем-то. И нужно отстроить, или вы сами не хотите, здесь у каждого по-своему. И вам нужно отстроить совершенно новую организацию собственной жизни. Но на вашем пути могут встречаться и разные люди. И поэтому не поддаться под какие-то фальшивые обещания, к примеру, мои дорогие водолеи, все-таки аркан шут. Быть более рациональным. Импульс – это, конечно, хорошо, что присутствует в этой карте, но есть еще и опасность, что мы можем поторопиться и что-то, не успев просчитать, ну, сделать не так и для себя самого тоже. Давайте посмотрим дальше.
События ближайшего времени. А нам вот и говорят, а ты не торопись. Это старший аркан умеренности и здесь неторопливости. Более того, по этому аркану, пусть не в этой колоде, здесь проходит исторический момент. Я в своих видео прежде говорила часто, ну, пожалуй, в этом видео скажу, потому что среди новых подписчиков, понятно, вы еще этого не слыхали, как создавался старший аркан умеренности. По части колода Таро иллюминатов, она очень точно передает, что же это. 860-е годы, когда король франков, династия мировингов, его звали Хлодвиг, воюет с готами, и он оказывается зажатым вместе со своим войском между рекой Рейн и войском готов. И понятно, что смерть была неминуема, но он умел как раз себя взять в руки. Вот откуда берется понимание аркана умеренности, мои дорогие водолеи. Не от того, что некоторые называют, это когда ничего не меняется, это когда из пустого в порожнее. Да нет, тут эта умеренность имеется в виду душевное равновесие, вот этот баланс, где-то холодная голова, когда эмоции из нас буквально не рвутся, вот как по нулевому аркану. А почему? Потому что вот если мы вернемся к этому историческому факту, король, прогуливаясь вдоль реки Рейн, раздумывая, что же ему делать в этой патовой ситуации, он обратил внимание, что болотная лилия растет вдоль реки и уходит вглубь. Он знал, цветы растут на мелководье, и сумасшедшая мысль совершенно из области иррационального, которая к нему приходит, а не переправиться ли мне вброд вместе со своим войском. Но риск какой? И вроде бы этого невозможно осуществить, никто так не делал. Но он так и поступил, и войско свое спас, и сам себя. Они ушли от готов. В последующем вот эта болотная лилия, мы ее сегодня знаем как геральдическая лилия, это один из очень мощных символов, который используется в разных религиях мира. Мы еще знаем под названием флёр-де-лис. В итоге, о чем мы говорим, у вас два серьезных старших аркана, мои дорогие водолеи. Вам нужно что-то успеть увидеть, вам чего-то нужно не пропустить. И благодаря вот холодному уму, какому-то расчету, логике, может быть, хладнокровию вашему личному как качество, если вокруг вас какая-то турбулентность. Или происходят какие-то события, которые вы не можете не изменить, не исправить. Или это вообще помимо вашей воли что-то. Но у вас будет какой-то выход, какая-то возможность, которая не совсем типичная, которую не видит никто, а вам дано увидеть. Будьте внимательны. События ближайших, ну точно, события ближайшего времени. Так вот, туз мечей – это выход из лабиринта или из липкой паутины мыслей. И все то, что я сейчас рассказывала, эта карта еще раз подтверждает. Тут действительно как новое направление, новое ваше решение, новый жизненный этап. И у кого-то это будет, так вот, чтобы подытожить, два старших аркана и туз мечей можно применить к любой сфере жизни. Туз мечей – это тоже своего рода выбор. Вот он, поворот судьбоносный. Ведь как точка, если мы говорим, или момент перехода, предполагается, что мы можем пойти направо и можем пойти налево. И когда мы избираем одно направление, от другого мы отказываемся. И об этом тоже говорит туз мечей. Вот какое-то ваше очень важное решение, оно и будет судьбоносным. Оно и будет поворотным именно для вас, для ваших дальнейших планов, для вашего процветания, для ваших возможностей. Но тут будут как и подсказки извне, так будет еще и зависеть от вашего хладнокровия и правильной оценки ситуации. Давайте, что же потом, что дальше? Сюрпризы не кончаются, карта скорости, вы набираете темп, или карта нам говорит, еще очень много будет событий, или как вокруг вас, или новостей. Нам не говорят конкретно, но по этой карте нас буквально могут тоже застать где-то врасплох, какие-либо известия, новости, и мы чего-то не сможем отложить на потом. Нам нужно будет быстро проанализировать и действовать. Может быть, куда-то поехать. Или поехать решать вопрос.
А для кого-то из вас это будет связано с переездом, что вам срочно нужно будет. Меня люди смотрят из разных стран, и обстановка у каждого своя. Поэтому не медлите, правильно проанализируйте, потому что эта карта может говорить, что именно буквально совершить переезд нужно будет срочно. Давайте раскроем карту дальше. И это будет совершенно необходимо вот такие судьбоносные решения вам принимать. Потому что на кону стоит праздник после победы. На кону изобилие, процветание, благополучие, счастье, радость, 4 жезлов. Это карта якоря, это карта прочной позиции, когда у нас все под контролем и мы довольны. Значит, какие-то важные вехи в вашей жизни вы будете сами перенаправлять или как-то реструктурировать. Может быть, организовывать совершенно по-новому, а для кого-то в новом месте, потому что меняется как обстановка вокруг вас, и вы на нее не влияете, но вы можете для себя самих что-то кардинально изменить к лучшему. Тут даже, я бы сказала, если вокруг патовая какая-то ситуация, для вас, мои дорогие водолеи, она будет означать возможности. Тут действительно для кого-то придется переехать, отправиться, для кого-то поменять работу, или вы можете развить свое личное дело, хотя прежде ходили в офис, допустим. Это могут быть такие перемены. Для кого-то из вас по карте колесница, главное, не оглядывайся назад. И тоже карта, вверху у нас, кстати, туз мечей, и мы говорили, что если было 2 направления, мы избираем одно, от второго мы отказываемся. И очень в тему выпадает карта колесница. Предполагается, что мы не оглядываемся назад и как раз освобождаем место от всего того, что не служит нашему прогрессу. Или то, что прежде было важно, но теперь, если мы рационально посмотрим, на данный период времени уже нет. И когда уходит старое, освобождается место, а в природе пустот не бывает в нашей жизни тоже. И поэтому что-то новое стремится на это место, и уже что-то более доброе, светлое старается войти в вашу жизнь. Вам чего-то нужно не упустить. Тут конкретно какой-то праздник стоит на кону, какие-то радостные события. И от того, какое решение, в каком направлении вы примете, мои дорогие водолеи, судьбоносный момент, это и будет в течение периода 2024 года. Ну, до конца как минимум. Или, может быть, все это произойдет значительно быстрее. Давайте мы посмотрим, в чем риск. На кону какие-то возможности удивительные, как и карта Солнца, кстати. Нечего добавить. А карта Иерофант — это по судьбе. Это вот все то, что я сейчас подробно говорила, мне нечего добавить. И я сказала, тут чего-то не упустить. Так вот, не упустить смену вашего статуса, смену каких-то возможностей, как и по деньгам, так и это ваша самодостаточность. Это карта и уверенности, все же Иерофант. Это карта, когда мы можем взять новые высоты в плане, если вы строите такие карьеру и метите куда-то очень высоко. Так тоже может быть. Нет предела для вас, мои дорогие водолеи. Рядом карта Солнца. Для кого-то из вас будет означать, что вы даже если начнете чему-то новому или в каком-то новом статусе вы будете находиться, все равно будет ваше Солнце. У кого-то это возможность по личной жизни кардинально что-то изменить и быть счастливым. Для кого-то все-таки Иерофант нищий не бывает. Это та возможность заработать деньги или исправить свою финансовую ситуацию. Может быть, у кого-то брешь финансовая. И тоже можно все кардинально изменить, мои дорогие, практически с чистого листа. Написать новый сценарий собственной жизни. И у нас начинается с нулевого аркана. А далее карта колесница говорит, на этом не заканчиваются. Какие-то перемены, все равно они будут продолжаться, но они уже в развитии чего-то более нового у вас идут. И, видимо, ведут к вашему Солнцу. Ваша задача чего-то не упустить, от чего-то не отказаться. Не подумать, что предложили сегодня, предложат завтра. Или сегодня есть этот момент, он будет и завтра, а завтра его может не быть.
Все то, что где-то я говорила по карте умеренности, это только кажущаяся умеренность. Умеренность нужна для того, чтобы держать свои эмоции и мысли в балансе. Не должно быть какого-то хаоса внутри вас самих. От чего вы откажетесь? Королева мечей, прообраз Юдифии, как известно, она уж отрезала, так отрезала. От балласта вы откажетесь. От того, что вам мешает. От лишних людей, которые раздражают. И не потому, что вы им будете что-то доказывать, а вы буквально можете повернуться и уйти, приняв какое-то очень важное решение. Потому что, наверное, основной критерий, то, что не служит моему прогрессу, или то, что меня не вдохновляет, то, что меня не радует, или у меня нет возможности как-то в прежнем контексте продолжать, или в прежнем каком-то ритме, графике, меня это разрушает, и вы можете тоже уйти. Здесь именно с уходом еще есть моменты, которые связаны. Или, если мы говорим прежний жизненный этап, я даже не хочу оглядываться, кто-то из вас себе вот так может сказать. Вы откажетесь от всего того, что наносное, и то, что не способствует вот вашему солнцу, вашей уверенности, мои дорогие, когда вы чувствовали бы себя хорошо. Порядок будете наводить, одним словом, в своей жизни с учетом нулевого аркана, в общем, так и звучит, хаос перед началом творения. И это вот где-то на сегодняшний этап. Кто-то из вас это может чувствовать. Что скрыто? Вот по пятерке всегда проходит недостаток. По пятерке пентаклей проходит два недостатка. Недостаток денег – раз. И второй момент – недостаток взаимопонимания, холодность в отношениях – это два. И поэтому что скрыто? Если упустите возможность, то вот тогда не получится решить какой-то финансовый вопрос. Или какие-то отношения не будут строиться на взаимопонимании. Карта может и подсказывать, что вам придется быть дипломатом. И вам придется решать финансовые вопросы и держать руку на пульсе, чтобы ситуация не осложнилась. Или для того, чтобы не упустить возможность заработать деньги. Правда. Или не разругаться с любимым человеком. Иногда бывает и так. Одним словом, баланс, еще баланс. Мелкая карта, она не говорит о чем-то глобальном, что кто-то от вас скрывает. Нет, это вы сами можете, но где-то просчитаться. Поэтому нам уже об этом не раз сказали, я уже не буду повторяться. Что же будет вам помогать? А вы знаете, вот удивительно, парадокс, какая-то неразбериха. Вам, мои дорогие водолеи, может быть, как по карме положено в какой-то ситуации такой оказаться, когда никто не знает, как действовать, а вы знаете. Или когда, ну, создается своеобразный шум или какая-то путаница, но вам-то она как раз помогает. Вам помогает буквально интуиция. И по этой карте вам могут помочь ваши близкие. Или помогает буквально эмпатия, помогает ваш душевный баланс или умение договариваться, мои дорогие. Вот умение договариваться, взаимодействие – это, безусловно, самые сложные ситуации как и разрешит, так и растопит черствые сердца. Поэтому придется быть где-то лояльным к миру, чтобы себе не осложнить жизнь, мои дорогие водолеи. Это все идет по карте Луна. Или у кого-то буквально вы совершенно по-новому будете организовывать свою личную жизнь. И не только саму по себе жизнь, а по карте Луна проходит место нашей безопасности. У кого-то из вас могут пройти такие вопросы, когда вы резко переезжаете куда-то, правда? И тогда вы на новом месте будете обустраивать свой быт, и вам это будет приятно. Вас это будет вдохновлять, вас будет тянуть домой, мои дорогие, может быть и так. И тоже вот этот домашний уют, спокойный отдых, какой-то релакс, вам это тоже будет буквально помогать. Мы не роботы, мы должны давать себе какую-то передышку. И у вас, по сути, выпадает два светила, Солнце и Луна, противоположные энергии. Их как-то нужно в себе уравновесить. И это я к тому, что отдых, по крайней мере, внимание отдыху вам придется уделить. Потому что, как известно, уставшие люди делают ошибки, а у вас что-то важное на кону до конца года. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.